Доктор, пожалуйста, у меня плохо поехал, пожалуйста. Такой, уходи отсюда нахуй. И находит внутри него целый дельфин. Я завещаю свое тело каннибалу. Я проснулся от ужасной головной боли. В ушах звенело, а в висках пульсировало так, будто бы изнутри кто-то лупил молотком. Я застонал и открыл глаза. Я лежал прямо на полу в луже крови в какой-то незнакомой мне комнате. «А-а-а!» – закричал я и отполз к стене. Что за черт? Вся моя одежда была испачкана кровью, руки, ноги, шея и все, что я мог видеть, отдавали красным цветом. Но что самое интересное, я понимал, что это не моя кровь. Да, у меня адски болела голова, но все остальные части тела были в полном порядке. Я судорожно подергал руками, провел пальцами по туловищу, нигде не было даже намека на ранение. Прощупал голову, та тоже была цела. Опершись на стену, я медленно поднялся на ноги. Из моей одежды на пол уже успела накапать кровь, поэтому я поскользнулся и чуть не упал. А кровь была везде. На полу, где я до этого лежал, на стенах, на заколоченном досками окне и даже на потолке. Но если это была не моя кровь, то одного здесь явно не хватало – ее источника. Я судорожно начал вытирать руки о штаны, не понимая, что они также мокрые от крови. Голова раскалывалась, а от шока я не мог сдвинуться с места. Поэтому тупо стоял и смотрел на красную лужу посреди комнаты. И тут меня осенило. Это точно чья-то неудачная шутка. Меня разыграли. Очень жестко и по-глупому, но меня просто разыграли. Уцепившись в эту мысль, я, пошатываясь, пошел к двери. Был уверен, что все это закончится сразу после того, как я выйду отсюда. Дверь вела в какой-то коридор. Я машинально посмотрел по сторонам, я здесь определенно никогда не был. Оставляя за собой кровавые следы, я пошел к ближайшей двери. Это была ванная комната. На стене висело огромное зеркало, я посмотрел в него и ужаснулся, не мог сам себя узнать. В зеркале отображался какой-то напуганный, окровавленный человек с красными глазами. Я медленно пощупал свое лицо, человек в отражении сделал то же самое. В голове не было ни единой мысли, хотелось одного – поскорее избавиться от запаха крови, который пронзал всего меня. Я открыл кран, к счастью, вода там была, и начал лихорадочно смывать с себя красную жидкость. Одежда не отмывалась, поэтому я быстро разделся до трусов и отбросил все куда-то в угол. Меня начало трясти. То ли от холода, то ли от шока, я ничего не понимал. Ни что это за место, ни как я здесь оказался, неужели меня чем-то накачали? Пошатываясь, я вышел из ванной, остановился напротив комнаты, в которой проснулся. Почему она была вся в крови? Что это за ужасная шутка такая? Вдруг мои босые ноги на что-то наткнулись. Я ошеломленно посмотрел вниз. Это был кусочек какой-то ткани в цветочек. Я аккуратно ее поднял. Кусок от какого-то платья, и на нем также было несколько капель крови. Поэтому я быстро выпустил его из рук. Здесь была еще какая-то женщина? В коридоре была еще одна дверь. Пару секунд поколеблившись, я пошел прямо туда. Если здесь был еще кто-то, я смогу все прояснить, да и любая подсказка будет важной. Но внутри меня ждало большое разочарование. Комната была абсолютно пустой, словно там уже никто не жил долгое время. Будто пьяный, я пошел искать выход. Несколько секунд толкал большую черную дверь, пока не понял, что она открывается в другую сторону. Не вышел, а выпрыгнул на темную лестничную площадку.
Только оказавшись на улице, понял, что почти полностью голый. Хорошо, что была поздняя ночь и вокруг никого не было. Не понимал, где я, пока не прошел несколько улиц. Только тогда понял, в каком районе нахожусь. До моего дома оставалось где-то 1,5–2 километра. И я машинально шел домой. Что мне было еще делать? Телефона у меня не было. Не знаю, был ли он в той окровавленной одежде, которую я бросил на полу в ванной. Да и возвращаться обратно совсем не хотелось. Я мог бы обратиться в полицию, но что я скажу? Проснулся весь в крови и ничего не помню. Уверен, что им как раз не хватало подозрительного человека, на которого можно было бы повесить какой-то висяк по убийству. А садиться в тюрьму из-за чьей-то глупой шутки я не собирался. Мне полегчало только тогда, когда я вошел в подъезд своего дома. Меня всего трясло, но холода я не чувствовал, хоть пальцы на ногах и были уже какими-то деревянными. Хорошо, что пришла весна и мороза уже не было. Но оказавшись перед дверью, я понял, что ключей-то у меня нет. Звонить посреди ночи, будить жену и ребенка, да еще и в таком состоянии. В отчаянии я стукнул кулаком по двери, и она сама по себе открылась. Как же так? Неужели Валя не закрыла дверь на ночь? Что это за беспечность такая? Немного ошеломленный я зашел внутрь, включил свет. Что-то здесь изменилось, но пока я не мог понять, что именно. Зашел в ванную. Стараясь не смотреть на свое отображение, я схватил свой халат и быстро его надел. Тихо вошел в спальню, но кровать была застелена. Туда сегодня никто не ложился. Видимо, Валя заснула возле сына, когда пыталась уложить его спать. Она сильно уставала в последнее время. На цыпочках я подошел к двери детской комнаты. Легонько ее приоткрыл, а тогда и полностью распахнул, впуская свет из коридора. Там тоже никого не было. Ни Вали, ни нашего сына. И что это все могло значить? У меня помутнело в глазах, и я оперся на стену. Ладно, наверное, это просто плохой сон, очень плохой сон. Я медленно пошел в гостиную и сел на диван. Пытался вспомнить, что происходило в последние дни. У меня был завал на работе, я поздно приходил, но мы должны были подписать большую сделку. И Валя это понимала, у нас не было крупных ссор в последнее время. На столе возле дивана лежал клочок бумаги. Немного посмотрев на него, я взял бумажку в руки. Это была записка. «Коля, я так больше не могу. Я забираю сына и уезжаю к маме. Не нужно приезжать, уже ничего не изменишь». Несколько минут я просто тупо перечитывал эти несколько предложений. Что? Мы поссорились? Почему я ничего не помню? Но в этом я должен был себе признаться. Сейчас я много чего не помнил. В шкафу на нижней полке был мой старый телефон. Я так его и не выбросил, будто бы знал, что он еще понадобится. Быстро его включил и набрал Валю. Абонент вне доступа. Набрал еще раз, ничего, потом еще раз и еще, ничего. Закричал со злости и швырнул телефон куда-то в угол. Вдруг в ушах зазвенело, в глазах потемнело, и я грохнулся в обморок. Я опять проснулся на полу, но в этот раз это была моя квартира. Я лежал в домашнем халате, Валина записка лежала возле меня. Значит, это не было сном. Первым делом я принял душ, привел себя в порядок. Голова уже так не болела, хоть там и был некий туман, но я уже мог думать более-менее ясно. Сейчас у меня уже не было сомнений в том, что меня кто-то накачал наркотиками. Откуда была та кровь, я еще не знал, но сейчас я уже сомневался, что это была кровь. Может, в бреду это мне просто показалось. Кто это сделал и для чего, нужно было еще выяснить. Но сейчас у меня было дело поважнее. Я не понимал почему, но от меня ушла жена. Вот за что люблю старые телефоны, так это за их надежность. Даже после того, как я его швырнул, мой кнопочный телефон все еще работал, просто батарея вылетела.
Я снова его включил. Нужно было настроить дату и время, поэтому я включил телевизор. На новостных каналах почти всегда можно было посмотреть, какой час. Я быстро набрал время 8:30, но когда взялся за дату, застыл в недоумении. Как это? Телевизор показывал 25 число, но я точно помнил, что вчера было 15-е. Через 2 дня мы должны были подписывать сделку. Как это? Куда из моей памяти делись эти 10 дней? Уже через 10 минут я был в дороге. К счастью, ключи от машины были на месте. Валя или уехала на такси, или ее, мне не хотелось в это верить, кто-то забрал. Я успел позвонить на работу, там меня ждал гневный ответ начальника. Сделка была провалена, так как я не провел переговоры. У меня была неделя, чтобы все исправить, иначе увольнение. Но не работа меня интересовала в первую очередь. Дозвониться до Вали я так и не смог. Видимо, она попросту выключила телефон. Единственное, что оставалось – ехать к ее маме. Мы с Валей познакомились в университете. Простая, но очень милая девушка мне сразу же очень понравилась. Но даже после месяцев серьезных отношений она не спешила знакомить меня с родными. Ее маму я видел только один единственный раз на нашей свадьбе. Они время от времени общались по телефону, но никогда за это время не виделись. Это казалось мне очень странным. Если бы мои родители были живы, я бы старался проводить с ними больше времени, но на мои замечания Валя только улыбалась, говорила, что у нее лучшая в мире мама и что у них и так отличные отношения. Я не вмешивался. Валя выросла в богом забытой деревне. Я там даже не был ни разу, знал только название, которое и вбил в навигатор. Оно находилось где-то за 300 километров от нашего дома. Я догадывался, что Валя никогда ничего о нем не рассказывала, просто потому что не хочет вспоминать то ужасное место. Но реальность меня слегка удивила. Была весна, уже не очень холодно, но и не слишком тепло. Единственное, что я ожидал увидеть в этой деревне, это грязь. Очень много грязи, болота, потрепанные старые избушки, высокие сорняки и пьяные мужики. Но передо мной показалась совсем другая картина. Здесь была не очень широкая, но ровная асфальтированная дорога, возле которой были посажены низкие кустики. Дома по обеим сторонам дороги казались простыми, но ухоженными. За ними были видны кустики недавно вспаханных огородов и садов, которые только укрывались зеленью. Через несколько недель здесь должна была начаться настоящая весна, с буйно цветущими деревьями, ярким солнцем и невероятным запахом в воздухе. От удивления я даже остановился и вышел из машины. В голове промелькнула мысль, что, возможно, навигатор привел меня не туда. По улице шел какой-то мужчина. Он кинул на меня короткий взгляд, поздоровался и прошел мимо. Не то чтобы я часто до этого был в деревнях, но всегда меня поражало то, что здесь все со всеми здоровались, даже с незнакомцами. Может, это была уже привычка? Снова открывая дверцы машины, я вдруг понял, что не знаю, где живет моя теща. Единственное, что было мне известно, это название деревни. Больше ничего мне жена не рассказывала. «Простите!» Я бросился вслед мужчине, который только прошел мимо. Тот удивленно обернулся. «Вы не могли бы мне помочь?» Тот только морщил лоб и выжидающе на меня посмотрел. «Я ищу дом Лидии Ивановой». «Зачем?» Хмуро посмотрел на меня мой собеседник. «Я муж ее дочери, понимаете, я никогда здесь не был». «Ты чё, Валин муж?» Еще больше нахмурился мужик. «Зачем ты сюда приехал?» Это, конечно, было не его дело. «Так вы мне поможете?» Снова спросил я. «Ну, если тебе нужно, езжай по этой улице до конца, потом сверни направо. Там, почти на углу, будет такой большой дом.
с зеленой крышей. Спасибо. Я уже собирался уходить, как он вдруг снова заговорил. Мой тебе совет. Что бы ни случилось, не оставайся там на ночь. Сказал он это как-то тихо, а потом еще я огляделся по сторонам, будто проверял, никто ли не услышал, а тогда быстро пошел прочь. Какое-то время я просто смотрел ему вслед. Если честно, то у меня в планах было просто приехать, забрать жену и сына и уехать обратно. Но почему это я не мог заночевать в доме своей тещи, понять не мог. Может, этот чудак просто не в ладах с ней? В деревне же всякое случается. Перешла ему дорогу с пустым ведром, вот и стала врагом. Я сел в машину и медленно покатил дальше. Уже через пару минут остановился возле большого дома на углу улицы. Если я бы не знал, что это деревня, подумал бы, что это загородный дом какого-то нефтяного миллионера. Но поражало не только само строение, но и территория вокруг него. Передо мной были большие кованые ворота, двор был густо покрыт клумбами, которые, правда, еще не цвели. За домом виднелся большой сад. Наверное, все же я заехал не туда. Здравствуй, Николай. Какими судьбами? Я вздрогнул от неожиданности. За моей спиной стояла женщина 60 лет в хорошей физической форме, ухоженная, с аккуратной прической. В последний раз я видел ее на свадьбе, но никогда не думал, что так же она выглядит и в повседневной жизни. Конечно, морщин немного прибавилось за 5 лет, но в остальном она практически не изменилась. Здравствуйте, Лидия Павловна, а то вы не знаете, за женой и сыном приехал. Женщина обошла меня со стороны и остановилась перед воротами. Ну, тогда тебе не сюда. Почему это? Вали здесь нет, и внука моего тоже. Они хотели приехать, но в последний момент решили по-другому. И почему-то я ей не верил совсем. Дом стоял где-то в 10 метрах от места, где были мы. И в тот миг я отчетливо увидел, как за окном на втором этаже промелькнула какая-то тень. «Вы живете здесь одна?» Неожиданно даже сам для себя спросил я. «Ну, то есть такой большой дом». Ой, к сожалению, да. Мой муж умер совсем молодым, а моя единственная дочь уехала к тебе в город. Ну что мы здесь стоим-то? Ты вон проделал такую дорогу, пошли, хоть чаем тебя напою. Или ты предпочитаешь кофе? Я сказал, что не откажусь от кофе, и мы, на мое большое удивление, пошли в дом. Почему я так удивился? Если честно, я был уверен, что Валя внутри, и ее мать будет всячески избегать того, чтобы я туда вошел. Вблизи дом казался еще больше. Красивые комнаты, дорогие ковры на полу, хрустальная ваза возле камина в прихожей. Все это казалось мне практически нереальным. Все эти годы я думал, что Валя просто стесняется своего родного дома, поэтому и не хочет, чтобы мы сюда приезжали. Сейчас же я и не знал, что думать. Когда мы с мужем строили такой большой дом, то даже и подумать не могли, что мне придется здесь жить одной. Будто бы прочитала мои мысли Лидия Павловна. Я надеялась, что Валя после свадьбы будет жить тут, но, как ты знаешь, она не захотела возвращаться. Но это ее выбор. Я никогда не вмешивалась. Она пригласила меня сесть на большой диван в прихожей и куда-то пошла. Видимо, на кухню готовить кофе. Только она пропала из виду, и я вскочил. Я должен найти Валю, что бы ни случилось за эти 10 дней, мы должны были поговорить. Только тогда я смогу начать разбираться с другими проблемами. Я не решился идти в ту сторону, куда пошла теща, поэтому поднялся по лестничной площадке. Движение за окном я видел именно на втором этаже. Только переступив последнюю ступеньку, я понял, что не ошибся. Дальше по коридору слышались громкие разговоры.
но звук был так сильно приглушен, что я не мог разобрать ни слова. Быстро пошел в ту сторону. Уже через пару секунд понял, что что-то не так. Вместо того, чтобы приближаться, голоса отдалялись, а потом и вовсе утихли. Ничего не понимая, я стал открывать дверь за дверью. Пустая ванная, пустая спальня, пустая кладовка, и еще одна спальня, и еще одна. И везде нет никого. Может, это было радио, потому что телевизора я тоже нигде не видел. Вернулся в коридор, в ушах звенело. Мне пришлось прислониться к стене, потому что перед глазами поплыло. Папа! Я поднял голову, все вокруг как будто плавало в тумане. Возле лестничной площадки стоял Никита, мой 3-летний сын. Папа! Ни секунды не раздумывая, я пошел в ту сторону, но уже через пару шагов застыл на месте. Там больше не было моего ребенка. Вместо него на меня смотрел черный человек с козлиными рогами. Папа! Произнес он голосом моего сына. Его рот растянулся в кошмарной улыбке, и оттуда показалось несколько рядов острых клыков. Ты пришел ко мне, папа? Последние слова были произнесены жутким скрипучим голосом. Он протянул ко мне свою косматую руку, и я машинально рванул назад. Не рискуя оборачиваться к нему спиной, я быстро пятился назад, но как бы я ни старался отойти, то чудовище все никак не отдалялось. Какое-то время оно просто смотрело на меня, а потом из его рта вырвалось то самое скрипение. Помнишь вчерашний вечер, как мы вчера повеселились? Я зацепился за что-то и упал. Оно же вовсю захохотало. В его смехе было что-то металлическое, что пронзало всего меня изнутри. А тогда оно подняло вторую руку и подбросило что-то в воздух. Прошла, наверное, целая вечность, когда этот предмет приземлился на пол. Это был кусочек ткани в цветочек. Николай! Еще никогда я не был так рад голосу своей тещи. Николай! Она, видимо, была на лестничной площадке и поднималась вверх. Еще немного, и она увидит этого монстра, но когда я посмотрел в его сторону, понял, что ничего и никого там нет. Ни рогатого чудовища, ни ткани в цветочек. Лидия Павловна застала меня на полу в коридоре на 2-м этаже. Только несколько секунд на все это смотрела, а тогда сказала, что мне, наверное, надо отдохнуть. Когда я признался, что пошел сюда искать Валю и Никиту, она только громко вздохнула. Ой, нет здесь их, разве я не говорила? На столике в гостиной меня ждал ароматный кофе. Мы разговаривали вчера по телефону. Мне пришлось вчера по делам съездить в ближайший городок. Знаешь, у нас тут вообще не ловит мобильная связь, что уже и говорить об интернете. Она говорила, что вы сильно поссорились, и она хотела бы пожить у меня. Сначала я хотела убедить ее не руководствоваться поспешными решениями, но потом поняла, что у меня ничего не получится. Но потом я посоветовала ей лучше съездить с ребенком куда-то на отдых. Я отослала ей деньги на карту, и в тот же день она заказала билеты. Я не знаю, куда они поехали, но я так думаю, что без твоего разрешения за границу она бы не смогла отвезти ребенка. Все это время я сидел с крепко сжатыми зубами. Что же могло произойти между нами такого, чтобы Валя решила все бросить и уйти? Я бы никогда не поднял на нее руки, не так я был воспитан, да и не пил я практически никогда. А она не говорила, что случилось, почему она решила уйти? Когда я спросила, она сказала, что не хочет говорить при ребенке. Может, лучше ты мне это объяснишь? Еще бы мне кто-то все это объяснил. Может, у меня что-то с головой, все эти галлюцинации. Но об этом, конечно же, я ничего не сказал.
Выпил кофе, поблагодарил и сказал, что возвращаюсь домой. Лидия Павловна не возражала, видимо, мой внешний вид не играл в мою пользу. Когда я садился в машину, где-то далеко послышался первый удар грома. И откуда же взялись эти тучи, если еще недавно была такая прекрасная погода? Я попытался завести машину, но механизм почему-то не сработал. Попробовал еще раз, потом еще раз. Результат был прежним, то есть нулевым. Лидия Павловна все еще стояла у ворот. Выругавшись, я вышел из машины и поднял капот. Понадобилось пару минут, чтобы понять, там все хорошо. Но автомобиль все еще не заводился. Может, к тебе к мастеру сходить? Предложила теща, увидев мои четные старания. А у вас здесь есть мастер? А как же? У нас там есть много тракторов, грузовики, комбайн и еще что-то там. Он всем этим занимается. Может, он и разберется в твоей машине. Я спросил, как его найти. Лидия Павловна объяснила, но напоследок добавила: лучше бы тебе переждать дождь у меня в доме. Пойдешь к мастеру потом. Видишь, вон, гроза приближается. Я поблагодарил, но в дом не пошел. Чем быстрее я отсюда уеду, тем лучше. Тем более, что телефон здесь и правда не ловит. Мастером оказался крепкий мужчина средних лет в грязной спецовке и с грязными руками по локоть. Он согласился мне помочь, и уже минут через 10 мы буксировали трактором мою машину в его гараж. Хорошо, что это было недалеко, так как уже вот-вот должна была разразиться гроза. Первые капли упали, когда мы все уже были под укрытием. Я наблюдал за этим через приоткрытые двери гаража. «А ты кем, Лидия, приходишься?» – спросил мастер, все еще роясь в моей машине. «Зять я». «Значит, Валькин муж? Ну-ну, хорошая девчонка была, да и жена, наверное, хорошая. Знаешь, у нас все Лиду и Романа, ее мужа, очень уважали. Лет 30 назад они основали здесь ферму. Можешь себе только представить, какая здесь до этого была дыра. Бедность и алкоголизм всегда ходят рядом. Даже лучика света не было видно. Кто не мог отсюда уехать, тот спивался и просто пропадал. Уже, наверное, эта деревня умерла, если бы не они. Дела сразу же пошли хорошо, да и потом становилось только лучше. Теперь у каждого здесь работа, не нужно никуда уезжать. Можно сказать, что они нас всех спасли. Но у самих жизнь не сложилась. Мастер вдруг нахмурился. Роман умер через 2 года, еще через пару лет в аварии насмерть убился их старший сын. Еще через год на охоте случайно убили младшего. Одна Валька и осталась, и та не захотела здесь жить. Даже страшно себе представить, как после всего этого чувствует себя Лида. Мастер оказался разговорчивым, но почти половину его разговоров я пропускал мимо ушей. В голове снова начало звенеть. В дворе лило как с ведра. Я пытался смотреть на дождь, чтобы хоть немного привести свое психическое состояние в норму. Нужно было просто успокоиться. Гроза была в самом разгаре. Тучи настолько сильно закрыли небо, что казалось, посреди дня пришел вечер. Только молнии и снова разрезали воздух, освещая все вокруг. Очередная молния открыла моим глазам странную картину. В нескольких метрах от меня стояла Валя и смотрела в мою сторону. Дождь со всех сил лупил по ее телу, а вокруг расплывалось какое-то красное пятно. Только через минуту я понял, что на ней порванное платье в цветочек, а вся она с головы до ног покрыта кровью. Я распахнул дверь и выбежал на дождь. Что бы там ни было, я должен был быть возле нее. Удары грома не умолкали. Молнии каждые несколько секунд сменяли друг друга.
И каждый раз они показывали мне мою жену в другом месте, снова и снова, пока я не заорал на всю глотку и не упал на землю без сознания. Проснулся в каком-то грязном месте. Только через некоторое время понял, что это все тот же гараж, а мужик в комбинезоне все еще стоит возле моей машины. «Ты здоров вообще?» – неуверенно спросил он, когда я поднял голову. Не уверен. Сейчас я уже ни в чем не был уверен. В твоей машине нужно будет покопаться дольше, чем я думал. Вечер почти, а глаза уже не те. Только завтра будет готово. Пойди ты лучше к Лиде, отдохни, а завтра и поедешь. Я только поблагодарил за труд и вышел из гаража. Видимо, мне все-таки придется послушать его совета. Дождь уже прекратился. Я медленно шел по мокрой улице. Воздух после грозы казался каким-то очень легким и свежим. Дышалось очень хорошо. Мне навстречу кто-то шел, какой-то мужик. Я еле узнал в нем того человека, который подсказал мне дорогу к дому тещи. Он был в стельку пьян. «Ты?» Он узнал меня быстрее. «Разве я не говорил не оставаться здесь? Уезжай!» Да иди себе. У меня не было сил еще и с пьяными иметь дело. «Стой, послушай, я не пьян, нет, ты себе просто не представляешь. Люди пропадают, здесь пропадают люди». Но дальше я не стал слушать, обошел его стороной и пошел дальше. В голове и без этого летал густой туман. Лидия Павловна гостеприимно предложила мне одну из комнат на 2-м этаже. Я принял душ и сразу же лег в кровать. Наверное, в ту же секунду я отключился. Мне снился пустой дом на окраине нашего города. Еле передвигая ноги, я поднимался по лестнице. Дверь была открыта, но когда я вошел, она сама по себе захлопнулась. Возле меня стояло темное лохматое существо с рогами. Вот уже несколько дней оно не оставляло меня ни на минуту и медленно, но уверенно сводя с ума. Его металлический смех отражался в голове резкой болью. Мне хотелось оттолкнуть его, ударить, разорвать на куски, но даже мысль о том, что придется к нему подойти или даже притронуться, наводили на меня бесконечный страх, какой-то первобытный ужас. Пытаясь не смотреть на своего мучителя, я вошел в комнату. Там меня должен был кто-то ждать. И я проснулся от боли в руках, что-то сильно их сдавливало. Попытался ими подвигать, но боль только усиливалась. И тут я в ужасе понял, что они связаны. Мои руки и ноги были связаны и привязаны к кровати. Но это была не та кровать, в которой я заснул. Это было какое-то огромное полутемное помещение. Единственным источником света была не очень мощная лампочка, которая грустно светила с потолка. На стенах также было какое-то страшное свечение, но на них, скорее всего, свет просто отбивался. Приглядевшись, я видел, что все стены снизу доверху покрыты какими-то орнаментами. Ничего подобного я в жизни не видел. Это были непонятные для меня символы. Попытался вырваться, но веревка только сильнее врезалась в руки. При этом я как-то случайно посмотрел вверх и тут же застыл. На потолке тоже было что-то нарисовано, и я прекрасно знал, что это огромная пентаграмма. Несмотря на боль, я снова попытался вырваться. Может, если я не смогу порвать веревки, то хоть кровать не выдержит. Но и здесь мои усилия оказались бесполезными. Вдруг на стену возле меня упала какая-то безобразная тень. Я в ужасе остановился и посмотрел в ту сторону. Склонив голову на бок, на меня смотрело черное рогатое чудовище. Оно не двигалось, но его скрипучий смех снова отражался в моей голове. Один его вид вселял в меня просто огромный ужас. Я не мог ни думать, ни двигаться,
Но все это не могло быть правдой, как не было и в тот раз, когда я видел его на лестничной площадке, как и тогда, когда мне привиделась Валя во время грозы. Это были всего лишь галлюцинации, это были всего лишь… Вдруг послышались шаги, цокали женские каблуки. В комнату вошла Лидия Павловна. Я приготовился в облегчении вздохнуть, но рогатое чудовище повернуло голову в ее сторону, а она внимательно посмотрела на него и кивнула. Волна ужаса пронзила меня, как та грозовая молния. Вдруг перед глазами поплыли воспоминания вчерашнего вечера. Я захожу в комнату, а тот рогатый идет за мной, не оставляя возможности для отступления. Но там меня должны ждать мои самые любимые люди, жена и сын. Я должен туда идти, несмотря ни на что. В комнате на полу кто-то лежит, я не хочу туда смотреть, но краем ока вижу, что это не Валя. Слава богу, это не она. И я захожу в комнату, и дверь за мной закрывается. Я ищу глазами Валю, но не нахожу. Ее тут нет. Но есть еще кто-то. Женщина летнего возраста сидит на кресле и ждет меня. У нее в руках большой окровавленный нож. Она вертит им вокруг пальцев, но на меня не смотрит. Ее глаза устремлены на рогатое чудовище, которое все еще меня сопровождает. Она кивает. Наконец-то мы пришли к этому, Николай. Она медленно подошла к кровати. Пусть с первого раза и не получилось, но вот ты и здесь. Что вы хотите? В ярости спросил я. Зачем вам это надо? Даже если я и расскажу, ты не поймешь. Никто из них не понимал, кроме моего мужа. Но у нас еще есть немного времени, поэтому слушай. Ты знаешь, как выглядела наша деревня 30 лет назад? Как и все остальные вокруг. Нищета, беспросветная нищета. И даже надежды на улучшение не было. Мои братья спились еще до 30 лет. Один умер от передозировки алкоголем, второй сел в тюрьму за убийство. Там и убили. Я смотрела на все эти потерянные судьбы, на родственников, соседей, знакомых и не могла ничего сделать. Знаешь, нет ничего хуже бессилия. И тогда я встретила Романа. Его бабка была старой ведьмой и его кое-чего научила. После ее смерти он забрал ее старые книги, там мы и увидели тот ритуал. Но сделать все было не так-то просто. На месте этого дома когда-то был другой, не такой большой, но именно в том подвале мы провели ритуал. Роман дал свою кровь, и это было самой большой ошибкой. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Мы подписали договор, и видишь, с того времени наша деревня процветает. Мы основали ферму, которая из года в год росла. Люди получили работу, могут нормально жить. Единственное, что от них требуется – ответственно выполнять свое дело и не уезжать отсюда. Никак нельзя уезжать. И Вале нельзя было уезжать. Если бы она была здесь, я бы проследила, чтобы проклятие закончилось, но нет. Она уехала, побоялась, как и вчера. Если бы не она, все бы закончилось еще вчера. Но она не захотела мне помогать. Где Валя? Что вы сделали с ней и ребенком? Да успокойся. Что я могу сделать со своей-то дочерью? Она уехала, сбежала от меня. Если бы она не помешала мне вчера убить тебя, все бы было бы уже позади. Она не понимает, что уже нет выхода. Первым был мой муж, но он все понимал. Потом наши сыновья, а теперь пришел черед ее сына. Я же сколько говорила, сколько просила, нельзя ей было рожать мальчика. Если бы наш род прервался, проклятие бы закончилось.
мы смогли бы жить спокойно. Но мне пришлось договариваться заново, пришлось пойти на жертвы, но я добилась своего. Вместо моего внука он возьмет его отца, и на этом проклятие будет закончено. Твоя смерть будет последней. Кровать, к которой я был привязан, выглядела странной и очень надежной. Я же со всех сил дергал руками и ногами. Когда она закончила говорить, я услышал первое скрипение. Мне нужно было время, если я сумею хотя бы высвободить руку. А та девушка, я видел ее на полу того заброшенного дома, зачем вы ее убили? Ах, она думала, что сможет сбежать отсюда. Так неблагодарно с ее-то стороны, после всего, что мы для них сделали, после стольких жертв с нашей стороны, они все еще пытаются сбежать отсюда. Если бы вчера все получилось, мы бы смогли спихнуть ее смерть на тебя, но какая теперь уже разница? Ода смог немного поразвлечься, хотя крови могло быть и поменьше. Она бросила укоризненно взгляд на монстра, который только что подошел. Тот снова расплылся в своей мерзкой улыбке. Господин будет тут с минуты на минуту, Сказал он своим скрипучим голосом. Так это все для него? Я еще сильнее заметался по кровати. Все это для того, чтобы удовлетворить его кровожадность? Ты имеешь в виду Ода? Удивилась Лидия Павловна. Нет, ты что? Он же просто слуга. Он может сам о себе позаботиться. Но если уж так случилось, жертва нужна нашему господину, нашему повелителю и покровителю. Он дает нам все необходимое для спокойного существования, а взамен нужно почти что ничего. Никчемную человеческую жизнь. Ты просто не представляешь, как тебе повезет. Но договорить она не смогла. Одновременно случилось несколько событий. Я почувствовал запах гари, и в помещение с разгона влетел какой-то человек. Спинка кровати за моей головой затрещала, пентаграмма на потолке покраснела. Из нее начал просачиваться внутрь густой черный туман. Монстр по имени Отда набросился на появившегося человека. У того я успел заметить длинный нож. Мне удалось высвободить правую руку, и через пару секунд на воле была и вторая. Быстро развязал веревки с ног и соскочил с кровати как раз вовремя, чтобы избежать прикосновения тумана, который медленно опускался ко мне. Чёртовы монстры! Вы за все заплатите! За все! Я удивленно посмотрел на оравшего человека. Это был тот мужик, которого я встретил при выезде в деревню, тот, который предупреждал меня не оставаться здесь на ночь. И из тумана послышался громкий вой. Мне пришлось закрыть уши руками, видимо, тому, кто был там внутри, не понравилось происходящее. «О, да!» – закричала старая ведьма. «Нам нужна жертва!» Из груди рогатого монстра торчал длинный нож, но ему хватило сил схватить мужчину за горло и поднять вверх. Тот уже не мог сказать ни слова. Тогда монстр громко заорал и бросил его прямо в туман. Я ожидал, что тот вылетит из другой стороны, но тело мужчины так и исчезло в темноте, а я даже не знал его имени. «Прими нашу жертву, прими, о великий!» Громко закричала Лидия Павловна. Сейчас она уже больше напоминала старуху с растрепанными волосами, напуганными глазами. Еще. Голос из тумана больше напоминал раскаты грома. Мало.
Я видел, как монстр все еще с ножом в груди обернулся в мою сторону. Теперь был мой черед. Но я не собирался так быстро сдаваться. На моих руках все еще висели веревки, которые мне удалось вырвать из кровати. Я сам бросился на монстра и обвил ими его шею. Он цеплялся, царапался, а я чувствовал, какая у него огромная сила. Но от того, смогу ли я его удержать, зависела моя жизнь. Поэтому я только сильнее вцепился в веревки. Завывание тумана становилось уже просто невыносимым. Я понимал, что уже долго не выдержу. Ко всему начало першить в горле. Откуда-то в помещении взялся едкий дым. К нам быстро подбежала моя теща, она безжалостно вытянула из груди Отда нож и нацелила им на меня. Мне же не оставалось ничего другого, как оттолкнуть монстра на нее. Это подействовало. Они оба попятились в сторону тумана. Ода сориентировался первым. Когда он понял, что их обоих засасывают внутрь, протянул руку и толкнул вперед свою хозяйку. Я только успел увидеть ее последний удивленный взгляд. То, что было внутри тумана, заревело еще сильнее. Еще! Мало! Ода со всех сил пытался вырваться, но туман не отпускал его. Больше назад я не оглядывался. Увидел лестницу вверх и, что было сил, побежал туда. Оказалось, что я выбежал из подвала, но внутри дома был настоящий ад. Все внутри пожирал огонь. Дорогую мебель, ковры, пол, покрытие. Кто поджег дом, когда мы были внизу? Я понял, что получил ожоги только тогда, когда уже выбежал за пределы деревни. Даже мысли не было возвращаться за машиной. Шел и шел, а в голове было только одно – убраться как можно дальше. Где-то под утро вышел на трассу, там кто-то, увидев меня, остановился. Вызвали скорую. Я должен был найти свою семью, найти и увезти отсюда подальше. Может, за 1000, за 2, за 10 тысяч километров на другой край земли, все равно куда, и всегда нужно быть начеку. Ведь оно не остановится. Ведь ему всегда будет мало. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.